Здравствуйте, мои любимые подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Всем доброго времени суток. Спасибо огромное за то, что вы со мной, за поддержку канала, за ваши комментарии, в которых вы делитесь своим сокровенным, своими историями. Благодаря этим комментариям, этим жизненным историям я смогу, надеюсь, многие девочки смогут избежать каких-то роковых ошибок. Спасибо вам. Благодарю также за ваши лайки, за ваши подписки. Спасибо. Тема сегодняшнего расклада. Что говорят за вашей спиной друзья и недруги? Для начала я делаю, девочки, вашу сигнификацию. Если срезонирует, вы себя узнаете, значит, есть смысл смотреть до конца. Один вариант. И сегодня мы, собственно, разберем, что конкретно там говорят о вас. В первой части посмотрим ваши друзья, во второй части посмотрим ваших недругов. Иногда бывает так умилительно интересно, когда недруги наделяют девочку, я по сигнификации вижу ее одной, а ее недруги наделяют такими какими-то качествами, такие у нее способности, которыми она, по сигнификации, по крайней мере, она ими не обладает. Так, ладно. Сейчас, если во время сигнификации вы узнаете себя, смотрим до конца. Если приходит девочка, похожая там на вашу подругу, сестру, значит, есть смысл посоветовать им посмотреть это видео. Так, какая девочка пришла на расклад? Ну вот сразу. Ведающая, обладающая тайными знаниями, увлекающаяся психологией. Так, интересно, какая девочка пришла на расклад? Если вы часто смотрите мои расклады, по этой карте часто на вас сигнификация, да? Вот сигнификация, эта карта часто выходит. Муза, яркая, очень харизматичная, энергетически наполненный человек, талантливая. Тут, повторяюсь, не обязательно идеальная красотка, но энергетика сногсшибательная. Всегда можете на себе сфокусировать внимание, вовремя подсветить, да? То есть удерживать то же самое можете внимание на себе. Так, карта еще. Так, тут какое-то странное сочетание. Но первая карта ведущая, я уже сказала. Тут у многих такая история какая-то. Были ли созависимые отношения, или в кого-то были влюблены, была как любовь, где-то больная. Токсичные могли быть отношения. Почему это говорю? Потому как рядом карта, вот когда ребенок плачет, ребенок в данном случае на вас характеристика. Где-то вы наивно полагали, там, что если вы влюблены, если вы как-то относитесь к человеку, то, соответственно, и он к вам точно так же. Тут пришло разочарование в этом всем. А уже к тому времени, когда разочарование появилось, уже сформировалась вот эта зависимость. Уже, может быть, и мозгами понимали. И какая-то не любовь. Ну какая же это любовь? Зачем я себя разрушаю? Зачем я это страдаю? А сердце-то болело. В общем, у кого-то вот желание где-то разобраться в этой ситуации, которая с вами случилась, сложилась так. Это привело к увлечению эзотерикой, где-то, может, психология, какие-то тоже ответы на вопросы пытались получить. У кого-то тут девочки мечтали о крепкой семье. Тут семья и какой-то такой есть аспект верность. Может быть, с этим проблема, потому как я имею в виду проблемы в этом союзе были, или же предпосылки к тому, что вы понимали, может быть, что вы не одна в отношениях, то есть не двое людей в паре, а там еще третьи лица какие-то есть. Не буду развивать эту тему. Может быть, боролись, да, старались себя отстоять где-то и не хотели так же. В принципе, присутствовали какие-то люди, которые там разрушают вот эту вашу пару. Тут карта свинья, это как свинью подложили, да, где-то подмена понятий, где-то какой-то форс-мажор такой вот, неожиданно что-то всплыло. Может, мужчина не до конца разведен, как это бывает очень часто. Ну вот при таких раскладах там, или какие-то тоже опять-таки отношения не закончены, или же вы понимаете, что мужчина выбирает где-то на выборе, еще до конца не остановился, или в принципе такой типаж, который, ну знаете, постоянно этого может ждать от мужчины. У кого-то так. Болезненные отношения, в любом случае отношения, которые принесли много
Много слез, каких-то переживаний. Так. И сейчас девочка, в данном случае вы, сейчас максимально она старается защищаться. Видите, с ног до головы одета в эти доспехи, забрала закрыто это на шлеме. Защищаетесь от чего? От каких-либо карта огонь. Ой, страстных каких-то историй, где по влюбленным вы понимаете, что может быть у мужчины еще кто-то. Мужчина до конца не сделал выбор, не сделает. Вы понимаете, что для вас это разрушительно, токсично. Хотелось бы, ну, если кому-то их хотелось бы, то отношения с мужчиной, который четко, ясно будет выбирать сразу вас, и даже вообще не будет вопроса подниматься. То есть, если ты любишь, если тебе интересна женщина, то, в принципе, априори у тебя не должно быть там вот этих каких-то там кастингов, ты одну, вторую, третью выбираешь, а женщина в подвешенном состоянии. Тут как будто обожглась девочка очень сильно. И мне кажется, сейчас пытаетесь смотреть на мир более как-то какими-то, не то что там, более трезво, да, без розовых очочков, как-то так. Болезненный опыт, вот по-другому не скажу. Так, еще посмотреть. То есть изначально для вас, мне кажется, оно так и было, и есть понятие верности, семьи, это все очень важно. Какие-то у вас такие принципы, видение мира, это вот такое вот. А история эта любовная, она пошла как-то вразрез с вашим видением этого всего. Может быть, даже где-то на что-то вы пытались закрывать глазки какое-то время, или надеялись, что ситуация изменится, а потом все равно, ну, как будто бы вы понимаете, ну, ничего хорошего с этого не будет, зачем страдать. А тут девочка реально какие-то, да, какие-то были, ну, мягко говоря, не экологичные отношения даже к самой себе. Тут вот по поводу того, что соглашались на какие-то, может быть, изначально форматы, которые не свойственны вам, форматы отношений, взаимоотношений, потому что ангел и демон, это мне говорит о том, что, ну, где-то пытались даже подстроиться под мужчину, пытались где-то понять, достучаться, где-то надеялись на, как, может быть, мужчина оценит ваше внимание, вашу любовь и потом изменится. Нифига, тут тупик, карта, как будто бы, может, изначально выбор партнера, не зря же зависимость. Тут, видите, мужчина, который это, в эту карту так вложено. Мужчина, который сам по себе такой, знаете, он может разрушать свою жизнь. А тут еще и вы рядышком с влюбленностью, с какой-то, получается, как зависимость. И вы как под колеса. Вот, прям вспомнила песню Наутилус Помпилиус, да, под колесами любви. Это знала Ева, это знала Адам. Колеса любви идут прямо по нам. Чингисхан и Гитлер купались в крови, но их тоже намотало на колеса любви. Тут такая любовь больная, какая-то, знаете, зависимая. Где-то как-то так. Просто мне так изначально почему-то кажется, два мира, как я говорю, у девочки одно видение взаимоотношений, может быть, ценности какие-то одни, у мужчины совершенно другой мир и другой, может, опыт другой, ну, уже как-то так, и другой, совершенно иное видение взаимоотношений, может, мужчина и женщина. Тупиковая почему-то ситуация мне показали. Так, ладно. Но, как я вижу по вот этим всем картам, последняя карта мне говорит о том, что вы как были яркой, харизматичной, интересной, талантливой, так и остаетесь, но с уже каким-то опытом. Вполне возможно, повторюсь, кого-то этот опыт подталкивает заниматься, увлекаться эзотерикой, психологией. Такое. Так, давайте смотрим. Дальше вопрос. Первая у нас будет первая часть. Девочки, что говорят за вашей спиной друзья? Да, ну, не обязательно там плохое, да, друзья на то и друзья, чтобы не плохое говорили, а может быть хвалили вас. Да. Друзья у нас сейчас будут. Прежде чем сделаю расклад, хотела попросить вас, пожалуйста, подпишитесь на канал, кто еще этого не сделал, и поставьте лайк, не стесняйтесь, товарищи. Итак, что говорят за вашей спиной друзья? Да. А вас, соответственно, друзья ваши.
друзья о вас за вашей спиной. Друзья. Что говорят за вашей спиной друзья? Что говорят о вас за вашей спиной друзья ваши? Так, ух ты, а что это у нас тут? Интересно. Павлин. Мавлин, они вас называют или это кто-то в вашем окружении? Сейчас будем смотреть. Друзья говорят о вас. А друзья тут чуть-чуть в шоке от вас, честно говоря. Так, оппозиция. Это вы такая? Нет. А о чем же это? Причем тут оппозиция? Так. Хотела спросить, тут какая-то женщина и мужчина кричат друг на друга, но это может быть другие, любые фигуры. Это люди, в принципе, которые отстаивают где-то себя, выясняют. Ну, тут агрессия. Ну, спросила, это вы по этой карте? Нет, по карта коса. Это значит, о чем это? Так, хотела Павлин это... Причем тут оппозиция? Почему-то вот ваши друзья, да, говорят за вашей спиной, что у вас очень много проблем, как будто бы женщина достойная, но все классно, умничка, тут по карте лилия, как цветочек, и красивая, и ухоженная, но тут как будто бы говорят, в любовной сфере у вас какие-то унижения, в любовной сфере вы надеялись на одно и надеетесь, как будто бы и готовы давать эту любовь, но тут столкнулись с какими-то унижениями. В любовной сфере, вот как форс-мажор, подарок такой, да, вот вы надеетесь опять-таки на один исход, а тут злобный клоун выскакивает, и карта лабиринт, как будто бы вы блуждаете в этом лабиринте. Это говорит где-то о том, что, допустим, если они видят ваши взаимоотношения с какими-то мужчинами, с мужчиной, то они видят эти отношения очень непростыми. Причем вас саму по себе они не характеризуют как какого-то конфликтного человека или агрессивного, или, знаете, такой человек, который вот там затевает какую-то ссору для того, чтобы где-то подпитаться. Нет, наоборот. Ну, как будто бы вы почему-то они видят, может быть, мужчина какой-то такой у вас конфликтный, или же вы, или вас могут как будто бы доводить уже вот взаимоотношения именно в любовной сфере, для того, что вы там какие-то пытаетесь уже отстаивать свои рамки, границы. Ой, так. Как будто бы такое, как какая-то подмена понятий у вас идет в любовной сфере. Вот попытаюсь это объяснить. Вы хотите одного, карта семья, тут любовь, поддержка, защита, уважение. Тут как будто бы вот и вы это понимаете, что вы хотите, как будто бы это ваши друзья это понимают. А потом выбор партнера какой-то, ну, тот, который ну, или не в полной мере это может дать, или вообще он не совсем. Потому что тут вот карта тоже Павлин, я вам хочу сказать, это отчасти и на вас, но тут в данном контексте может быть это
Вам не хватает в семейной жизни, вот как они видят, эти ваши друзья, говорят это за вашей спиной, что вам не хватает в вашей жизни именно реализации. Семья для вас где-то как вечный, ну, я уж не знаю, как это правильно сказать, так, чтобы никого не обидеть, вечное поле борьбы, какие выяснения каких-то отношений, отстаивание себя. Но это, мягко говоря, не гармония. Это постоянно как будто бы что-то влетает. И вот когда вы выясняете отношения, логично, что как будто бы отношения потихоньку вот портятся в семье. У кого-то и не потихоньку. Почему-то мне подсвечивает такое, что как будто бы вы, изначально у меня, правда, по сигнификации же вы тоже в нее выходили, яркая, харизматичная. Вы как будто бы где-то вас, как, не знаю, некрасиво сказать, гасят в семье в этой. То есть нужно где-то находить реализацию, получается, где-то вот как будто бы нет реального воплощения, даже не знаю, какое-то тут болезненное какое-то такое состояние. Ой, будто бы вы себе придумали, что вот у вас должно вот так в семье быть. И плюс, помимо этого, какая-то там реализация. Вы должны тут по-любому с такими характеристиками женщина должна быть в социуме. Тут кто-то прям блистать должен. У кого-то, может быть, сфера деятельности или ваша вот реализация. Вот это все должно быть. Тут я даже не могу вам объяснить. Тут как будто бы какая-то жар-птица такая. Женщина, у которой потенциал сумасшедший, которая где-то понимает это и считывает, что, допустим, в 4 стенах, ну, вам не совсем комфортно сидеть, вас запереть, там, ничего не имею против домохозяек, но это не совсем ваш путь, не совсем ваша жизнь, как будто бы. Вам очень важно реализоваться, вам очень важно выходить, там, общаться с людьми, наполняться этой энергией, где-то, может быть, элементарно какие-то наряды, платьюшки выгулять свои, там, причесочку пошли сделали, там, уж не знаю, какой-то салон. Пускай это будет не часто, но как социализация, тут как будто бы с людьми общение, может быть, новое знакомство, в общении, не в плане там с мужчинами знакомства, вообще с людьми знакомиться, общаться, набираться какого-то опыта. А вот почему-то ваши друзья, они говорят о том, что где-то семья вас как... Ой, ну, семья, может быть, взаимоотношения с каким-то мужчиной. Вас как в кокон в какой-то, вот как будто бы ваше, вот это вот ваш потенциал, он совершенно где-то не раскрывается. Постаралась как-то это так тактично, экологично все сказать, потому как, ну, сами понимаете. Подпишись на канал и поставь лайк. Так, еще на вас, о чем вас говорят. Говорят о том, что, знаете, вот сейчас вот где-то какое-то несоответствие. Опять-таки видят вас по карте сила, очень сильная женщина, харизматичная, сексуальная. По идее, тут многие сферы, какие бы вы там не попытались реализоваться, вам все под силу. Но при этом где-то реализация в плане материальном, как ребенок. То есть при потенциале таком сумасшедшем, наличии таланта, стержень вас видят, что действительно, если вы что-то хотите, вы этого добьетесь. Но вот при всем при этом говорят о том, что сейчас материалка, ну, то есть на уровне пажа, на уровне пажа, то есть, ну, где-то, может быть, видят, что вы хотели бы намного лучшего своего материального положения. И, в принципе, паж Пентакли, это же тоже где-то карта человека, который чему-то обучается, и, в принципе, в будущем, в перспективе, это принесет ему заработок, это принесет ему достаток, это принесет, допустим, если он вкладывается в какое-то дело, начинание какое-то, то это туда же финансово он туда вкладывается, но в первую очередь силы туда вкладывает свои, то с перспективой на то, что это будет приносить ему доход, достаток. Вот, ну вот видят вас такой, в принципе, и деятельная, в принципе, очень сильная, потенциальная, какой-то прям победительница, сила, ну, на женщину, сами понимаете.
И видят то, что, может быть, правильно даже делаете, то, что сейчас как где-то у вас какой-то период такой, где вы задумались там, о материалке, о том, что если я сама сейчас не построю там какую-то карьеру, не реализуюсь, не вложусь в какое-то дело, не займусь чем-то, то в будущем, ну, на кого мне пенять, кому мне предъявлять претензии. Тут вот видят вас такой. При этом видят женщину, у которой разочарование стойкое в любовной сфере. Тут разбито сердце по тройке мечей, болезненный опыт. При этом этот какой-то опыт, может, породил уже какие-то страхи. Карта оковы. Где-то, может быть, стараетесь быть сильно реализоваться, но все-таки как будто вас как на дно что-то тянет, вот эти цепи какие-то. Опять-таки изначально вкладывали одно желание в семейной жизни, может, взаимодействие с партнером, а сейчас настолько какую-то, ну, прям печать этого печального опыта вот так вот лежит в любовной сфере. Тут какое-то разочарование в мужчинах, разочарование во взаимоотношениях. Почему-то тут как будто больше видите ограничений, чем, знаете, раскрытие дорог каких-то. Как будто женщина особо ничего не ждет уже в любовной сфере. Уже пытается в чем она есть, и исходя из того, что есть, вот как будто бы материально сейчас хоть как-то реализоваться, раскрыть потенциал. Тут какой-то такой вот, что-то такое, вас видят, такое говорят. Еще говорят о том, что девочка, в принципе, изначально у вас много было иллюзий. Ну, отчасти, если вы там, у меня сейчас ведающая, да, обладающая тайными знаниями, то сейчас эти как будто бы вам и знания очень нужны, важны для того, чтобы где-то увидеть этот мир. Но вы все равно вы стараетесь видеть не таким, как он есть. Все равно вы вот инаковая, другая, не такая, как все. Но тут вас многие считают где-то как большим ребенком. Какие-то уже иллюзии. Смотрите, какие красивые очки, да, розовые. Вот сидит девушка и видит мир, вот, ну, все весь в цветах каких-то. Распускаются эти цветы, радость жизни. Ну, с другой стороны, почему нет? Но это как будто бы, и тем более, насколько это больнее для вас было, да, вот когда эти розовые очечки разбиваются, да. Опять-таки говоришь, что где-то это иллюзия, это ваши друзья говорят о том, что это закономерно, потому как изначально она в каких-то иллюзиях витала, то ли по поводу выбора какого-то партнера. Тут больше как будто бы о партнере, о мужчине. Почему это говорю? Потому что тут на карте изображена женщина, и тут она перед инквизитором наполовину оголена, да, и тут какие-то еще мужчины. Это как коллективный, в данном случае читается коллективный мужской такой вот разум и унижение. Чтобы вы могли себя почувствовать, ну, жертвой где-то какого-то, ну, мужского, но тут в данном случае вообще мужчины так не поступают, да, какого-то проявления. И тут опять еще по другой карте. Тут одна карта унижения, тут другая в Манаре. Это тоже сродни этому унижению. Тут изображена семейная пара, все в такой одежде, дорого, богато, солидно. И такое же, как окружение. И тут ползет на коленях женщина какая-то, как, ну, тут архетип любовницы, да, скажем так, в чулках, в пеньюаре в каком-то прозрачном. И хватает этого мужчину за ногу, она его хватает и кричит, допустим, ты говорил, что ты меня любишь, да, ты же говорил, что ты, там, может, уйдешь от жены, я ж твоя любовь, там, он от нее отнекивается, где-то отрекается, да, и тут жена в шоке, и тут все окружение в шоке, и тут осуждение этой женщины. Тут мужчина убивает эту любовь, можно сказать. Вообще не факт, конечно, что он кого-то любил. Тут такое тоже унижение какое-то. Я не понимаю. Вот тут, может быть, вам будет понятнее. Почему-то вот ваши друзья говорят о том, что где-то вы, может быть, многое позволяли мужчинам. Где-то, может быть, закрывали глаза на какие-то проявления. Опять какое-то как видение мира, вот как в розовых этих очках. Где-то, ну, где-то вовремя не выстраивали эти рамки границы. Ну, тут больше с мужчинами связано.
Но опять-таки, как будто бы неправильный выбор мужчин. Партнер, прав. Так, Абаддон. Какая-то где-то зависимость, где-то как будто бы вот они смотрят и говорят, да их лучше уйти от этого мужчины, или вообще изначально лучше было с ним не связываться. Зачем? Ну, как-то так вот. Неумение выбирать. Так, Абаддон делает. Ну, опять Абаддон это дьявол считывается. Ну, вы как будто боретесь, я спросила на вас. У вас борьба с этим дьяволом, может, с зависимостью, с какими-то родовыми программами. Опять-таки, знаете, тоже может быть. Так вот, иногда мы умные, да, задним числом, а иногда вот разобраться, когда вот в жизни с детства вы смотрите пример мамы, да, что бы вас не учили, как бы вам не рассказывали, но если на примере вы видите, да, мама на пьедестал ставит отца там или закрывает глаза на его какие-то очень некрасивые поступки, на его, в принципе, отношения, и терпит, и ждет, и чего-то в этих отношениях, и проживает с ним, то какой перед вами пример, и как вы можете потом выстраивать отношения? Ну, от противного, но не все так делают. В основном девочки копируют рано или поздно эти сценарии, и рано или поздно выбирают таких партнеров, как, ну, где-то, я же говорю, похожи на отцов, к сожалению. Ну, если это негативный пример, да, если хороший папа, то я не говорю, что все мужчины там плохие или все хорошие, все разные. Так, смотрите, дальше тут почему-то поэтому показано, как будто бы вот какая-то программка. Башня — это разрушение, карта родовое дерево и любови. Это все болезненный какой-то опыт. Вот почему-то тут они говорят, что вот в семейной жизни проблемы, разрушения. И, скорее всего, сейчас видят вас женщина, которая, с одной стороны, тут борьба, вы их боретесь, может быть, повторюсь, еще с этими родовыми программами, пытаетесь как-то этому противостоять, выстраивать новые, по-новому отношения. Будто бы бездействовать не вариант. По карте коса нужно что-то с этим делать. Как будто бы вы стараетесь что-то изменить. Вот так вот как-то вас видят. Так. Что говорят за вашей спиной, друзья? Ну вот почему-то говорят за вашей спиной, что какой-то мужчина, воин, разрушитель, вот, который, по большому счету, он не созидает, он разрушает. Карта гроб. На этом надо ставить точку, как будто бы вот с таким типажом. То ли вы ставите точку, то ли пытаетесь этому противостоять. Сейчас вот, может, в моменте как-то так вас считывают. Или отпор начинаете давать. Вот что-то такое вот, такому отношению к себе. И вот тут вот это вот какие-то унижения, все-таки какие-то разочарования. Карта дьявола. Я видела как будто борьба с этим всем. Вы не просто там это принимаете в позиции жертвы. Нет, вы стараетесь этому всему противостоять. Ну, умнички. Так, что еще говорят за вашей спиной, друзья? То же самое, если у вас материально было не очень там какое-то устойчивое положение, или в прошлом, или в принципе как-то так, может быть, зависели больше от мужчины, то опять то же самое говорят о том, что безденежье, карта протянутая, тоже карта гроб. Вот видели, интересно так карты разговаривают. То есть вы тоже на этом ставите точку. Вы стараетесь где-то быть свободны, в первую очередь, материально, не зависеть ни от мужчин, ни от кого бы то ни было. То есть сильная женщина, которая старается реализоваться в жизни, раскрыть свой потенциал. Ну, тут через какие-то болезненные моменты, но в принципе, вот, как будто женщина правильно все сейчас делает, выходит из какой-то ситуации, неприятной ситуации, но она старается выйти тут с гордо поднятой головой, тут такая. Тут уважение к вам, уважение, где-то даже восхищение, потому что насколько люди понимают, друзья понимают, насколько вам это все болезненно было и есть до сих пор у многих, да, но при этом вы стараетесь так как-то мобилизироваться, да, взять себя под контроль, все свои эмоции, может быть болезненный этот опыт.
еще о чем говорят? Ну вот, говорят по карте мастер, умничка, где-то признают ваши таланты, способности, навыки, умения, где-то даже вот даже эту денежку заработать. Восхищение. Именно тут ну, мудрость ваша по карте мастер. Идет восхищение, допустим, тем, что в какой-то сфере деятельности, вот я уже не знаю, вы талант, вы там мастер своего дела. Тут даже подсказочка какая-то есть, как будто бы вот, нужно акцент сделать на это. Вот, где-то развивать опять-таки эти свои способности, где-то применять их, ну, не бояться идти. Вот так вот. Так что вот это говорят за вашей спиной ваши друзья. А попозже я сделаю, ну, сегодня же, наверное, да? Что говорят за вашей спиной ваши недруги. Кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное за то, что вы со мной. До новых встреч.